Увы, но историй с таким началом очень много, но то, что произойдет дальше, не ожидал никто. Мария Ивановна смотрела на свой новый дом. Дети уже уехали, они даже не зашли внутрь, и она сама стояла на пороге, не решаясь войти. Если бы ей кто-то раньше сказал, что она будет жить в деревне, то только бы посмеялась. Но сейчас было не до смеха. Надо было принять новую реальность. Есть в этом и плюсы. Свежий воздух, да внуков обещали привозить. Выросшей в городе, ей будет тяжело, но не тяжелее, чем в последние полгода. Надо было слушать Тамару, подругу, ведь она ее предупреждала. Раньше Мария жила в просторной трехкомнатной квартире. Эту квартиру им выдали, когда были уже две дочки, и Мария ждала появления еще ребенка. Егор Михайлович надеялся, что будет сын. У них была крепкая семья. Мария работала на ткацком производстве, Егор там же, но в ремонтном цехе. Вот так однажды он зашел проверить оборудование и не смог оторвать глаз от ткачихи. Ухаживал ненавязчиво и красиво. И вскоре Мария сдалась. Все у них в семье было. И комнатка в бараке, и ссоры, но через все прошли. А когда им выдали квартиру, то радости не было предела. В этом же доме дали и квартиру ее подруге, Тамаре. Тамара работала на заводе поваром. Про них шутили, что собрались ткачиха с поварихой. Вот только свати и бабы-бабарихи не хватало. Только они не были такими, как в сказке. Дружили с семьями, на праздники вместе собирались. В самые тяжелые времена из ничего собирали праздничный стол. С улыбкой Мария вспоминала те времена. Тамара откладывала одежду от ее сыновей для подруги. «Маша, будет у вас сынок, и точно пригодится». А Мария делала то же самое с одеждой от дочек. И обе не прогадали. Так и всегда по жизни помогали друг дружке. Когда муж Тамары умер, то Егор Михайлович приходил и помогал со всем, чем нужно, хотя сыновья Тамары исправлялись. Но Маша или ее муж находили повод заглянуть Тамаре, поддержать. Вот и когда Егора Михайловича не стало, то уже заглядывала Тамара или ее старший сын, который купил квартиру по соседству. Дети Марии Ивановны приезжали редко, хоть их дом уже и не был пригородом, ведь город увеличивался на глазах, но все равно далеко от центра. Она рассказывала детям, что здесь хорошо, хотела, чтобы жили рядом, но им надо было жить в центре, чтобы магазин был в 10 метрах и площадок для детей много. Мария радовалась, когда изредка ее наведывали дети. Ей не хватало их, да и внуков хотелось видеть чаще. В городе остались только дочери. Сын уехал в столицу, но звонил и обещал, как появится время, приехать и навестить. Когда дочери предложили ей продать ее квартиру и купить к ним поближе, Мария Ивановна только обрадовалась. «Тамарочка», — сказала она радостно подруге, — «я ближе к дочерям переезжаю. Хоть на такую просторную квартиру мне не хватит денег, но что-то подберут». Подруга не разделяла радости. «Машенька, ну и пусть что редко приезжают, но я же рядом, а так у тебя свое жилье». «Тамара, не переживай, там девочки мне тоже купят квартиру. Они сказали, что без своего угла не останусь, еще в гости приезжать будешь». Не удалось Тамаре уговорить Машу не продавать квартиру и не отдавать деньги на новую квартиру дочерям. Уж слишком много историй таких слышала Тамара и переживала за подругу, и она не ошиблась. Первые 2 месяца Мария Ивановна жила у старшей дочери, и все было хорошо. Она готовила, убиралась и старалась помочь во всем. От помощи не отказывались, но через 2 месяца вся семья дочки собралась в отпуск. «Дочка, ну что там с подбором квартиры для меня?» — спросила Мария Ивановна. «А то все живу у вас, а хотелось бы свой уголок». «Мама, ну нет пока подходящих квартир,
А если тебе будет скучно без нас, то поезжай к Кате. В тот момент у Марии Ивановны уже начали закрадываться сомнения, но Катя встретила ее хорошо. Прошло еще 3 месяца, и вот в тот злополучный вечер она услышала разговор дочерей. Оказалось, что деньги давно поделены между ними, квартиру никто не подбирал. После всего услышанного у нее ничего не оставалось, как позвонить сыну. Тамаре было звонить стыдно. Михаил прилетел через сутки, высказал все сестрам, но тем не очень было стыдно. «Мам, я не так много зарабатываю, чтобы купить тебе квартиру, но мы с женой давно присматривали домик в деревне для летнего отдыха. Хочется подальше от города и суеты. Мы будем прилетать на 1 месяц раз в год и жить вместе, а все остальное время там будешь только ты. Тетю Тамару сможешь в гости приглашать». Вот так Мария Ивановна и оказалась в деревне. Тамаре не призналась в истинных причинах, сказала, что самой захотелось жить на свежем воздухе. По голосу она поняла, что подруга не поверила, но и перечить ей не стала по телефону. Пора заходить в дом и все осмотреть. Мария Ивановна решительно перешагнула через порог. «Пусть все плохое останется за ним», — вслух произнесла она. Дом оказался вполне чистым и аккуратным. Внутри он был даже лучше, чем снаружи. Михаил купил необходимую технику и мебель, а на прикроватной тумбочке лежали деньги и записка. «Мама, я мог забыть купить что-то нужное. Купи сама, пожалуйста. Если что, звони». Также в записке были телефоны соседей и фельдшерского пункта. Обо всем позаботился. А еще говорят, что дочки внимательней сыновей. Всем в деревне она говорила, что город ей надоел и захотелось быть поближе к природе. Наверное, лукавила, думали соседи, так как дочери очень редко приезжали. Первый раз через неделю после переезда, второй раз через месяц, а сейчас прошло еще 3, но никто из них не появлялся. В деревне жил дед Иван, холостой, душа нараспашку. Из хозяйства 1 петух да курица, в огороде грядка лука да огурцов. На закусь, как дед комментировал свои насаждения. Выпить любил, но не запойно. Так после пенсии покуражится пару дней, а потом в завязку. Был когда-то женат, но жена его бросила и уехала с другим. Дед отвечал кратко: «Туда ей дорога». А как-то он проходил мимо дома Марии Ивановны. Она сидела около крыльца на лавочке и пила чай. Так засмотрелся, что споткнулся. Хотел выругаться, но промолчал. Почему-то не захотел быть услышанным. И теперь каждый раз, проходя мимо, он выглядывал ее. Расстраивался, если во дворе никого не было. И спустя месяц понял, что влюбился. «Ну и угораздило», — думал дед Иван. Старый дурак, а поделать с собой ничего не мог. Она хорошенькая, легкий макияж, завивка химическая. А он что? Деревенский уволень, у которого из одежды пару брюк да калоши с сапогами. Но как к ней подойти? Перво-наперво в сельмак пошел. Рубаху новую купил, брюки справил, обувку. Ленка, продавец, хохотнула. «Чё, дед, похоронное припасаешь?» Он гаркнул: «Поганый твой язык, я еще тебя переживу». Нарядился он и давай около двора Марии ходить. Зайти боязно, да и не привык он к ухаживаниям, а она как назло не выходит. Но набрался он храбрости и во двор. Смотрит, дверь приоткрыта. Он и крикнул: «Маня, я сегодня к тебе зайду, готовься». А Мария Ивановна в это время капусту на борщ шинковала и услышала совсем другое: «Готовься, Маня, вечером за тобой приду». И голос мужа покойного причудился. Охнула она, нож уронила. Вот ведь предупредил Егорушка, надо готовиться, а ведь только сельскую жизнь осваивать начала. В следующем году Мишенька с семьей приедет.
Планов было много, но раз пора, так куда деваться? Женщина она набожная была, помолилась перед образами, простила всех, кто обижал, попросила ее простить, если ненароком обидела. Протопила баню, помылась, письмо детям написала, туда же и деньги на похороны положила. Телефон-то есть, но ведь СМС испугает. А так найдут ее письма с номерами, да и соседи позвонят. Ведь как раз завтра с утра соседка должна заглянуть к ней. А дело все новое. Улеглась на постель. Образок в руках зажала. Ждет, когда час ее последний настанет. Стемнело уже. Она задремала. И тут топ-топ в доме. Она глаза от испуга и прикрыла. Ну вот, спит. Я же ясно утром сказал, что вечером на свидание жду. Раздался голос. Мария открыла глаза, а перед ней дед Иван стоит с цветами и глупо улыбается. Ее как подбросило, выхватила у него букет и по мордасам. «Ах ты, гад такой! Да я из-за тебя!» И погнала его из дома, а потом по улице, подгоняя букетом. Всех собак в деревне перебудили. Конечно, Иван ничего не понял, кроме одного, что сейчас к Марии подходить опасно. Стал он из-под тишка за ней ухаживать. То ночью деревья в саду подбелил, правда и у детских качелей тоже, но это же мелочь. То траву во дворе скосил вместе с цветами, которые Мария посадила, и обязательно каждое утро букет цветов на крыльцо. А так как своих не было, он у соседей подергал, без зазрения совести. Ведь в любви, как на войне, без потерь не обойтись. Услышал как-то в магазине, что у любимой антенна на крыше барахлит. Ну и решил ночью поправить. Полез с инструментами, но не учел, что крыша мокрая от росы. Ну и свалился. Ногу подвернул так, что встать не мог, но терпел до утра, пока Мария его за домом не нашла. Кое-как подняла его, до дома довела, посадила на табурет и давай смотреть. Вывих вроде, но в медпункт надо. Навалился на мою голову. Вот что тебе от меня надо? Ведь от тебя убытков больше, чем пользы. Вздохнула она. Он затеребил бороду. Ты понимаешь, Маня, никогда в жизни такого не было. Влюбился я в тебя, как сопляк какой. Ты будь моей женой. Она лукаво на него посмотрела. Наверное, придется. Или ты мне все хозяйство порушишь, или меня на тот свет раньше времени отправишь. Так и стали вместе жить. Петуха с курицей дед как приданое принес. Антенну, как только нога зажила, починил. Отремонтировал все огрехи. А по вечерам смотрели сериалы и пили чай. Дед сроду не думал, что мелодрамы смотреть будет. А вот втянулся. Мария пока не говорила сыну, но тот по ее голосу понимал, что что-то у матери произошло, и это что-то хорошее. Пытался выведать у нее, но не получалось. Сестры тоже ничего не знали, да они и не интересовались. Когда Михаил с Мариной и детьми приехали, то не узнали дом и сад. Все было ухожено, ничего нигде не скрипело, а за столом сидел Иван. «Знакомьтесь, дети, это мой жених». Миша с Мариной переглянулись и улыбнулись. Они были рады и тут же сказали, что из статуса жениха пора переходить в статус мужа. Через месяц во дворе был накрыт стол, как и положено в деревне. Мария Ивановна краснела от слов горько, а ее подруга Тамара кричала это слово громче всех. Дочери приехали, посмотрели на праздник и уехали обратно. Когда Михаил позвал их и сказал, что у мамы для них важное сообщение, то сестры думали совсем о другом, а не о том, что их мама на старости лет выйдет замуж. Но Марии Ивановне было все равно на мнение дочерей. Она была счастлива, ведь любовь возраст не выбирает. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста,
Что вы думаете об этой истории? Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.